Каким должен быть ревербератор будущего? Определенно, он должен содержать в себе какие-то достаточно развитые алгоритмы искусственного интеллекта. Также он должен поддаваться ручной настройке, чтобы мы все, что хотели, то в нем и настроили. Также он должен включать самые разные алгоритмы реверберации, чтобы, если нам нужен более сухой звук, мы его получили, а если нужен более навороченный, драматичный и очень богатый, мы также без проблем его получили. Ну и, конечно, поскольку это ревербератор будущего, его должен одобрить Neo. Компания iZotope предложила такой ревербератор и даже назвала его в честь одного из наших любимых героев — Neoverb. Что это за игрушка или это реальный инструмент? Давайте разбираться. Чтобы полноценно протестировать Neoverb, я решил загрузить несколько его экземпляров в уже сведенный проект и послушать его на группе барабанов, на гитарах, оркестровых инструментах и вокале. Давайте послушаем. В миксе с реверберацией вроде бы все в порядке, но давайте послушаем отдельные группы. Послушаем барабаны без ревера. Слишком сухое звучание, особенно малый барабан, звучит очень сухо. А теперь более привычное, естественное пространство барабанов. Для группы барабанов я использовал свою стандартную схему настройки ревера, основной ревербератор для малого барабана, широкий ревер и общая реверберация для всех барабанов вместе. Послушаем ревер отдельно. Обратите внимание, как реверберация распространяется между каналами. Левый и правый каналы звучат по-разному. Neoverb показывает себя как истинный стереореверб. Кроме того, можно заметить дополнительную анимацию в звучании. Действительно, реверб работает очень живо. Но мы с вами начали с конца, а теперь давайте вернемся к началу, посмотрим на сам плагин. Когда мы его только открываем, в центре экрана видно поле, в котором мы можем передвигаться между тремя ревербераторами, которые называются Reflection, Plate и Large Chamber. Plate мы можем заменить на Medium Chamber, а Large Chamber можем заменить на Hall. Таким образом, Neoverb — это по сути три ревербератора, которые мы можем смешивать между собой в различные пропорции. Кстати, любой из этих реверов мы можем спокойно выключить. Сейчас послушаем только отражение. Но прежде чем послушать, давайте изолируем вот этот канал. Напоминаю, что мы слушаем канал Snare Main. Добавим Plate. И Large Chamber. Теперь звучание кажется полноценным. Мы можем отключить отражение, чтобы слушать только то, что создают хвосты реверберации у Plate и Large Chamber. Чтобы сделать реверберацию более гладкой, можно задействовать функцию Smooth. Но для малого барабана мне это не нужно. Так звучание кажется чуть более разнузданным. Кстати, об анимации, которую я упоминал ранее, мы видим блок модуляции, в
котором мы можем настроить скорость модуляции реверберации и глубину этой модуляции. Вот этот параметр, он, в общем-то, и определяет степень живости хвоста реверберации на выходе. Я хочу подстроить некоторые параметры отдельных модулей реверберации, и для этого мы открываем вспомогательное окно, где присутствует множество параметров, но не бойтесь, все они очень понятны. Для Reflections мы можем настроить время реверберации, размер помещения, diffusion или рассеивание, а также можем настроить angle ранних отражений, то есть угол ранних отражений. Насколько я помню, чем ниже значение этого параметра, тем более сильными будут ранние отражения ранних отражений. Также в секции Tone мы можем настроить количество высоких частот, которое будет присутствовать в звучании отражений. Кстати, для Plate и Large Chamber секция Tone чуть более навороченная, и здесь мы можем настроить Tilt Equalizer для высоких и низких частот, изменить центральную частоту этого тилта, а также настроить демпфирование, сделать его более жестким или более мягким. И опять же выбрать, насколько сильно реверберация будет демпфироваться. Для параметров настройки Plate и Large Chamber доступен музыкальный режим настройки времени. То есть мы можем нажать на вот соответствующие кнопки и настроить реверберацию или ее затухание под темп аудиокомпозиции. И это очень круто. То же самое работает и для предзадержки. Мы можем настроить ее в миллисекундах, а можем взять и переключиться в музыкальный режим. Это точно пригодится. Я хотел немного подстроить реверберацию, и в первую очередь это касается как раз ранних отражений. Мы поиграем с параметром Angle и послушаем, как он влияет на общее звучание малого барабана в итоге. Сейчас звучание кажется более четким. А теперь оно кажется более мягким. Я хочу оставить малый барабан довольно жестким, но при этом не слишком. Этого достаточно. Как вы видите, для канала Snare Main я использовал пресет Clean Snare Plate и немного его подредактировал. В окне пресетов доступно достаточно различных вариантов для гитар, перкуссии, вокалов, различных общих помещений. Вот здесь можно увидеть Large Bright Hall, Medium Drum Room. В общем, стандартные вещи, которые должны быть в любом ревербераторе. Но, что хорошо, комплект пресетов плагина не какой-то огромный. Как вы помните, компания Isotope объединилась с Exponential Audio, и я подозреваю, что в движке Neoverb присутствует очень много алгоритмов и разработок Exponential Audio, но у последних списки пресетов были какие-то невероятно большие, и было достаточно сложно ориентироваться, находя необходимые отправные точки. А с Neoverb все намного проще. Мы не будем сегодня с вами рассматривать все отдельные каналы реверберации, послушаем в общем, посмотрим, чтобы видео не становилось слишком длинным, и если вам будет интересно, мы сделаем отдельный практикум, в котором я покажу и расскажу все тонкости настройки и принятия решений по тому или иному поводу для той или иной группы инструментов. Если это интересный материал, напишите об этом в комментариях под видео. А пока продолжаем. Вернем реверберацию к более умеренным значениям и послушаем теперь гитары. Реверберация на гитарах очень аккуратная. Мне нравится, что Neoverb, когда мне это нужно, может звучать очень натурально. А для гитар я не люблю какое-то ненатуральное звучание. Хотя в некоторых ситуациях мне нравится супер ненатуральное звучание, созданное с помощью пружинного ревера. Но это уже ситуации и вопросы преференций. Давайте с нуля перенастроим ревер для гитар.
Но для этого мы воспользуемся реверб-ассистентом. Чтобы не испортить уже полученное звучание, я загружу другой экземпляр плагина. Итак, я думаю, вам тоже будет более понятно, какие шаги следуют за какими шагами. Сразу же открываем Reverb Assistant и слушаем. Поскольку мы работаем по схеме посыл-возврат, я выкручу Dry Wet на максимум, на 100%. Теперь мы слушаем только реверберацию. Сейчас Neoverb поможет нам подобрать нужный характер ревера на выходе. Начнем со Style. Более реалистичная реверберация, более драматичная. Нам нужно что-то среднее, ближе к реалистичной. Теперь выбираем размер ревера. Extra Large — это too much в нашем случае. Large работает хорошо. Но я не хочу слишком далеко отодвигать гитары в микс. Воспользуемся настройкой Medium. Далее настраиваем Tone, то есть тембр реверберации. Темный ревер, светлый и совсем воздушный. Возвращаемся к Clean. Он мне кажется более интересным в этом случае. А дальше мы задействуем магию неоверба, которая как раз его в первую очередь и отличает от других ревербераторов на рынке. Посмотрим, что это такое. Нажимаем Next и видим функции AutoCut и Unmask. Neoverb позволяет демаскировать входящий сигнал, а потом демаскировать реверберацию. Функция AutoCut позволит сделать предэквализацию на входе ревера, а Unmask делает постэквализацию как раз на выходе. Это позволит ревербератору чище обработать входной сигнал, а потом сделать чище сам реверб. Невероятно удобно. Нажимаем «Принять» и посмотрим. Вы видите, что в окне Pre-EQ теперь присутствует какая-то интересная кривая. Мы можем ее усугубить. То же самое касается и Reverb EQ. Мы видим, что в финальном звучании реверберации было ослаблено некоторое количество частот в районе нижней середины. Вернемся к Pre-EQ и послушаем. Без предварительной эквализации ревер чуть более гулкий. А без постэквализации присутствует некое гудение. А так его нет. Давайте посмотрим, как это работает не в автоматическом режиме. Выключим демаскирование и выберем в качестве сигнала для демаскирования соотношение между dry и wet. То есть мы будем слушать необработанный сигнал, чтобы потом обработать обработанный. Плагин слушает. И теперь он предложил нам довольно сильно ослабить частоты в районе нижней середины. Это мне нравится. Попробуем изменить теперь характер ревера. Усилим модуляцию. И сделаем холл немного поменьше. Включаем смуз на максимум. И послушаем, как это будет работать в миксе с гитарами. Без реверберации. И теперь с реверберацией. Я настроил более сырой звук,
чем это было ранее. Действительно, когда я начал с пресета Clean Electric Guitar, я получил более подходящий характер для текущего микса. То есть мы можем использовать разные варианты. Можем начать с Reverb Assistant и позволить Neoverb подобрать нам подходящие настройки. Либо можем начать с подходящего пресета, либо можем вообще настроить все вручную. Neoverb позволяет и это. То есть в этом плагине хорошо реализован баланс между функциями искусственного интеллекта и ручными настройками. В зависимости от ситуации мы можем выбирать все, что нам нужно, и никаких ограничений в этом плане нет. Кроме того, если нам не понравилось то, как ревербератор предложил нам вот эти все эквализационные кривые сделать, мы можем их дополнительно корректировать с помощью 3 нодов. Добавить высоких частот или убавить, то же самое с низкими частотами и то же самое со средними частотами. Для нодов низких и высоких частот доступны полочные и обрезные фильтры. Кажется, что 3 нодов мало, но на практике их более чем достаточно. Хорошо, движемся дальше. Послушаем группу оркестровой реверберации. Здесь я выбрал подходящую смесь Reflections, Medium Chamber и Hall. Вы видите, что пространство довольно большое. Я срезал достаточно много высоких частот на входе в реверб, чтобы звучание на выходе было не слишком песочным. Мне нравится, насколько такая реверберация не загрязняет микс. Мы получаем объем, получаем глубину, получаем какие-то дополнительные слои пространства, но нет такого, что бывает с другими ревербераторами, что я включаю ревер, и микс сразу становится грязным. Функции демаскирования в Neoverb реализованы просто потрясающе. И если вы ищете реверберацию, которая должна быть незаметной, но при этом вы будете замечать, когда ее выключаете, Neoverb будет, скорее всего, вашим первым выбором. По крайней мере, для меня сейчас это так. Я не записывал видео слишком рано после выхода плагина непосредственно, потому что я хотел посмотреть, насколько он приживется в моих проектах, и, как показывает практика, сейчас он находится везде, в каждой моей работе. И это говорит о многом. И напоследок давайте послушаем, как Neoverb звучит на вокале. Очень глубоко настройки разбирать мы не будем, просто послушаем и посмотрим, как пространство вокала было сформировано. Отключим реверберацию. Совсем сухо. А теперь намного интереснее. Послушаем реверберацию отдельно. Короткий вокальный ревер.
Я начал с пресета Short Played и немного его подстроил. Опять же, мы использовали функции демаскирования. Особенно интересно выглядит ослабление реверберации в районе от 1 до 2 кГц. Это позволит вокалу звучать несколько более естественно и не так реверберированно, как это могло бы быть без подобной эквализации. Хорошо, давайте посмотрим реверберацию Vocal Chamber. Здесь используются Medium Chamber и Large Chamber, до которых совсем немного подмешано Reflections. Сделаем Unmask. Плагин говорит, что No Significant Masking Detected, то есть нет смысла демаскировать. Реверберация и так в порядке. И третий ревер, который здесь работает, это Played. Конечно, это не совсем Played. Это и Reflections, и Played, и Hall одновременно, но мы больше находимся в стороне Played реверберации. Сейчас совсем Played. А так более приятная смесь. Опять же, обратите внимание на то, что я начинаю с подходящих пресетов, подстраиваю их по вкусу и делаю демаскирование с помощью Pre-EQ и Reverb EQ. Все очень просто. Когда вы будете использовать Neoverb в ваших миксах, попробуйте также начать с пресетов, немного подстроить их, а только если ничего не получится, открываете Reverb Assistant и уже выбираете настройки, предложенные Neoverb. Мы сегодня с вами послушали, как Neoverb работает на барабанах, гитарах, оркестровых инструментах и вокале. И я думаю, вы, так же как и я, заметили, что этот плагин справляется с возложенными на него задачами и миссиями очень даже хорошо. Попробуйте Neoverb в ваших проектах. Я не разочарован, вы, я думаю, тоже не будете разочарованы. И самое главное, Neo не будет разочарован. Не только звучанием ревербератора, но и его прекрасным названием. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи. Плывите к звуку.